Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой ажурный узор в виде ромбов, внутри которых расположены листочки. Вот такой полуобъемный, относительно большой лист и ответвления, маленькие листочки. Вообще на изнаночной глади ажуры смотрятся всегда очень эффектно и дорого. Данный узор отлично смотрится как самостоятельный, например, как вот в этой футболке. Также он очень красиво будет смотреться в достаточно теплом шерстяном свитере. Если сделать один или полтора раппорта этого узора, а дальше перейти просто в лицевую гладь. Свитер получится теплым и одновременно необыкновенно красивым. Вот так этот узор выглядит при вязании снизу вверх. Он не формирует никакой волны, ничего, он абсолютно прямой, то есть его можно посадить или на манжет. У меня провязан образец, просто внизу 4 ряда платочного узора и все. То есть если туника или платье, здесь в принципе манжет и не нужен будет. Если же вязать от горловины, то этот рисунок будет выглядеть вот таким образом. Вот он. Вот так он будет выглядеть. Изнаночная сторона его очень ровная, очень приятная, так как по изнанке идут в основном лицевые петли. Раппорт данного узора составляет 32 ряда в высоту. По ширине будет в разных рядах количество петель отличаться, но для набора мы исходим из того, что раппорт составляет 18 петель. Итак, для провязывания образца вместе с вами я набрала 21 петлю, 18 это петли узора, 1 петля симметрии и 2 кромочные. Первый ряд кромочная, 7 изнаночных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение дужек, так как при убавлении с наклоном вправо первая дужка должна смотреть на меня, чтобы петли не получались скрещенными. И провязываю одной лицевой. Далее накид, 1 лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. У меня смотрит вторая дужка на меня, то есть петли расположены правильно, и я провязываю их одной лицевой петелькой. Вы же смотрите по своему вязанию. Далее 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Я провязала 1 раппорт узора. Вы продолжаете вязать, начиная с первой петельки, такое количество раппортов, как нужно для вашего изделия. Ряд же я заканчиваю петлей симметрии, она у меня изнаночная и кромочная петля. Второй ряд я провязывать не буду, потому что он вяжется по рисунку, и накиды провязываются в четных рядах лицевой петлей. Некоторые четные ряды я буду провязывать там, где есть особенность узора, чтобы вы не запутались и с первого раза все у вас получилось. Третий ряд кромочная, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. В этом узоре все убавления, во всех убавлениях будет участвовать лицевая и изнаночная петля.
мы разворачиваем в любом и ту, и другую петельку первой дужкой к себе, чтобы не было лишних узелков. И провязывается она одной лицевой вместе. Далее идет накид на себя, 1 изнаночная, накид от себя, лицевая, накид от себя, изнаночная, накид на себя, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я поменяла расположение петель. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 4-й ряд я провяжу вместе с вами, так как вот эти накиды, вот эти, по изнаночной стороне провязываются лицевой петлей, а накиды внутри маленького этого листика провязываются изнаночной петлей. Просто обратите на это внимание, чтобы вы не ошиблись. Итак, 4-й ряд, кромочная, 6 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 1 изнаночная, 2 лицевые, вот первый накид лицевой, далее лицевая. Вот эти 2 накида, листочка, я буду провязывать изнаночными. Изнаночная, центральная петля изнаночная и 2-й накид изнаночная. Далее лицевой, лицевая, накид лицевой, убавление изнаночной. И далее до следующего раппорта узора идут лицевые петли. Ряд заканчиваю кромочной. У меня она изнаночная скрещенная. 5-й ряд. Кромочная, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид на себя, 2 изнаночные, далее 1 лицевая, 1 накид от себя, лицевая, накид от себя, лицевая, 2 изнаночные, накид на себя, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. Это у меня петля симметрии идет и кромочная. 6-й ряд, кромочная, лицевые до убавления, убавление провязываю 1 изнаночной, далее у меня идет 3 лицевые, накид 1 лицевой также провязываю, далее листочек 5 петель провязываю изнаночная, изнаночная, накид также изнаночной, изнаночная, все изнаночными полностью листочек. Основной узор это 3 лицевые, 1 изнаночная и 4 лицевые. Я провязала раппорт узора, петля симметрии и кромочная. 7-й ряд, кромочная, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид на себя, 3 изнаночные, 2 лицевые, накид от себя, 1 лицевая, накид от себя, 2 лицевые, 3 изнаночные,
накид на себя, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Я провязала раппорт узора. Далее петля симметрии и кромочная. 9 ряд. Кромочная, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид на себя, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, следите за дужками, накид на себя, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее накид на себя, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, накид на себя, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 10 ряд. Кромочная, 3 лицевые, 1, 2, 3, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая, 7 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 лицевая, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые. Я закончила раппорт узора. Петля симметрии и кромочная. 11 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид на себя, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид на себя, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, накид на себя, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, накид на себя, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная. Я провязала раппорт узора. Петли симметрии и кромочная. 12 ряд. Кромочная, 2 лицевые, изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 2 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, изнаночная и 1 лицевая. Я провязала раппорт узора. Петля симметрии и кромочная.
13 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид на себя, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид на себя, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, накид на себя, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 14 ряд. Кромочная, лицевая, изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная. Я провязала раппорт узора. Петля симметрии и кромочная. 15 ряд. Кромочная. Дальше по схеме идет 3 вместе лицевой с наклоном влево. В начале и в конце ряда мы будем провязывать не 3, а 2 вместе лицевой. Соответственно, в начале ряда с наклоном вправо, в конце ряда с наклоном влево, потому что нет соответствующего накида. Я провяжу только половинку раппорта узора в высоту, и у меня нет, так как узор в шахматном порядке, и во втором раппорте мне все равно не получится показать вам вот этот листик, а только купол ромба. Поэтому вот здесь я сымитирую в начале ряда, вроде бы это у меня не кромочная первая петля, а обычная лицевая петля, и покажу, как провязывать 3 вместе с наклоном влево, если посерединке изнаночная петля. 3, 4, неважно сколько петель вместе, если идет наклон влево, вторая долька должна смотреть на меня. То есть у меня у первой петельки долька вторая смотрит на меня, все правильно. А вот в изнаночной петле у меня смотрит первая долька на меня, поэтому я ее меняю местами. В лицевой правильно на меня смотрит вторая долька. И далее все эти 3 петли вот таким образом я провязываю одной, с кромочной это не очень удобно делать, провязываю одной лицевой петелькой, вот таким образом. Вот так это будет выглядеть. Вот как это будет выглядеть на рисунке. Так, сейчас я это все верну на место и провяжу начало ряда правильно. Кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, так, растрепала петельки немножко показом, вот таким образом. Накид на себя, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вот так, накид на себя, 3 изнаночные, 1, 2, 3, а вот листочек закрывается здесь
тоже 3 вместе, но здесь вторая петля центральная. Для этого я переношу первые 2 петельки на правую спицу, за работой поднимаю первую петлю, а перед работой вторую. Вот таким образом я меняю местами первую и вторую петлю. И провязываю их также 3 вместе лицевой. Но в данном случае у меня будет вот центральная петелька посерединке. Далее идет 3 изнаночные, накид на себя, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, накид на себя, и вы вяжете 3 вместе лицевой с наклоном влево. То количество раппортов, которое нужно. И только в конце ряда вы провязываете, как я, 2 вместе лицевой с наклоном влево и кромочная. В 16 ряду 3 вместе, которые у меня не захватил узор, вот эти 3 вместе, они провязываются изнаночной петелькой. 3 вместе, которые листочек закрыли, они провязываются лицевой. Итак, 16 ряд, кромочная. Вот это у меня 3 вместе, которые закрыли ромб, поэтому их я провязываю изнаночной. Далее я вяжу лицевые петли. Все петельки вяжу лицевыми до следующей верхушки ромба. Вот листочек у меня здесь изнаночная, я ее также вяжу лицевой петелькой. Далее 3 лицевые, накид лицевой. Вот у меня тоже изнаночная петля, это вот это убавление. Я его тоже в 16 ряду провязываю лицевой петелькой. Все лицевой. Дошла до 3 вместе, вот они у меня имитированные 3 вместе, их я провязываю изнаночной, потому что в следующей половине раппорта с этой петельки будет у нас формироваться листочек, и чтобы не было здесь некрасивого перехода, для этого вот такие манипуляции и нужны. И кромочная петля. Я провяжу еще 17 ряд до формирования листочка, так как я уже сказала, что на таком образце я не смогу показать, как он формируется, просто покажу, как переходится с полураппорта в полураппорт. Ну, думаю, там будет все понятно по схеме, потому что техника и приемы используются одни и те же. Итак, кромочная, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Здесь у меня изнаночные петли, я меняю дужки местами, чтобы вторая смотрела на меня, и провязываю их 1 лицевой. Далее 13 изнаночных, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь у меня дужки расположены правильно, и я просто их провязываю 2 вместе. Накид на себя. И это я провязала полный раппорт узора. Далее идет 1 лицевая и по схеме то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия. Ряд же я заканчиваю кромочной петелькой. Вот такой узор получается. Если его растянуть, то он будет выглядеть вот таким образом, как и на этом образце. Если же не растягивать, а подложить, когда вы отпариваете, к примеру, бусину под этот листочек, он у вас будет выглядеть объемным. Но это все дело вкуса. Надеюсь, узор вам понравился.
и вы с ним свяжете много красивых изделий. Спасибо, что провели это время со мной. Всем легких петелек и до встречи на канале!